Фу, ну наконец-то я уселась. Я тут шмонала 20 минут, все, пока уселась. Ой. Села в одно место, там слишком громкая музыка, потом подсели люди напротив. Потом, значит, села сюда в другое место, здесь вентилятор жужжит над головой. Я говорю, выключите вентилятор. А вон там вдалеке сидит мужчина, такой курит кальян. И я вот понимаю, о чем он думает. Знаете, о чем он думает? Он думает, блядь, у кого идут дела плохо на предприятии или заводе, или фабрике, или в ресторане, возьмите Викторию. Я тут, короче, навела порядок за 5 минут. Все хорошо, можете приходить в ресторан. Короче, у меня ужасный характер. Я прекрасно управляю, если честно. И где бы я ни была, будет порядок, чистота и все классно. Фу, так, ну что, сегодня 1 сентября. Случайно так получилось, я не подстраивала. И что бы я хотела сказать? Дорогие дети, держитесь. У вас началось узаконенное тюремное заключение. Мы все уже прошли это. 10 лет. Мы все бывшие зэки, кстати. А у детей тюремное заключение, да, началось сегодня у большинства. У Маркуса начнется 15 сентября, у кого-то еще позже. Ну, короче, вот так. Это к чему? Это к тому, что система школьная, она ужасная, недоделанная, абсолютно неправильная. Поэтому я это называю тюремное заключение. И многие из вас понимают, о чем я. Кто не умеет думать, не поймут. Но, тем не менее, это так и есть. Надеюсь, что я еще доживу до тех времен. Ну, например, в Америке уже совершенно другое школьное образование. И в некоторых, даже в наших странах, есть учреждения, где другая уже система начинается. Ребята, я с вами. А все остальное – это тюремное заключение, и я не устану об этом говорить. Ну что ж, я сегодня одела новое платье, белое, я связала сама. Правда, я его давно связала, но забыла вам продемонстрировать. Вот такая красота получается, да, в честь праздника. О! Смотрю на море, на яхты. Выпила чашечку кофе только что. Сейчас еще одну закажу. Пусть мне принесут бесплатно за то, что они меня так долго усаживали. Ёптель-моптель. Кстати, я запатентовала новый мат. Он звучит так. Ёптель-моптель. Ну, никто не докажет, что это мат, но такой же, как бы эффект такой же. Поэтому пользуйтесь, не благодарите. Моим подписчикам бесплатно. Кто гости, новые, $10, пожалуйста, на карту. Под видео есть мои карты, пересылайте. За пользование матом. Ёптель-моптель. Это еще не все, дорогие подписчики. Вот такая сумочка. Вы обратили на нее внимание? Да. Это она подчеркивает мой характер, мой нрав, мой темперамент и ту страну, где я сейчас живу. Вот эта сумочка с золотой цепочкой, вместительная, классная. Можете вот так вот ходить, модничать. Так что, пожалуйста, заказывайте. Будет вам память от Виктории. Ой, хорошая музыка наконец. Я их заставила еще музыку поменять. Говорю, эта музыка, какую-то оперу включили. Говорю, эта музыка не подходит. Люди хотят расслабиться, вот море. Включили какую-то оперного певца, и тут аж волосы вот так вот поднимаются. Я их заставила еще музыку поменять. Так что я за 15 минут навела тут полный порядок. Все хорошо, приходите. Настроение у меня такое всегда, знаете, в сентябре. Всегда это такое время было у меня. Я приезжала от бабушки с центральной Украины, с Черкасской области. Там моя бабушка, оттуда моя мама. И от поля, там бесконечные поля. Господи, какая там красота. Я там выросла, рядышком поля, леса, на природе, проходило детство мое там, на природе, на свободе, ветер, вот свобода, вот это все, что я люблю, обожаю прям. Вот тут тоже у меня море, ветер, вот как, собственно говоря, я и люблю. И нету окон, ты смотришь прямо вот на море без окон и дышишь морским воздухом. Несколько дней назад я плакала, потому что умер величайший актер Ален Делон. Снова заплакала, знаете. Я к его красоте относилась спокойно, потому что вообще я к мужской красоте отношусь спокойно. Но
Он был мне близок по душевному состоянию, и вот он ценил то, что ценю я. Как он сказал, самое дорогое, самое ценное, что может быть в человеке, это искренность. Боже, как я люблю искренних людей. Это самый дорогой ресурс, который вы не купите ни за какие деньги. Говорю и плачу. И да, он мне очень нравился. Жизнь у него какая непростая была, видите. И вот эта травмированность, она дала ему силу двигаться вперед. Травмированность в том, что детство у него какое было. Что я думаю по этому поводу, что большинство актеров и людей в масс-медиа – это абсолютно травмированные люди. И вот эта травма, вот эта боль, она их и толкает на достижение, на внимание. Ну что сделаешь, так устроена жизнь, так устроена жизнь. И даже я когда-нибудь бы защитила диссертацию «Травма как ресурс». То есть из каждой травмы, из каждой боли, из каждого плохого момента можно извлечь очень много ресурсов. Да, я бы написала диссертацию на эту тему, но знаете что, мне не хватит жизни на все. Я, не поверите, я мечтала быть ученым. Я очень люблю науку, любую науку, которая непосредственно касается человека, любую науку. И я понимаю, что я бы доказала и то, и другое, и третье, но у меня очень много увлечений, мне все нравится, но я ничего не успеваю. Я так хочу много сделать всего. У меня столько в голове фильмов, у меня столько шикарных идей. Кроме того, я люблю слушать какие-то онлайн-книги и вязать. И вот вы можете приобретать на память обо мне всякие такие интересные вещи. Это платье тоже могу продать. Вот я один раз одела и могу его продать. Так что, да, кто-то может стать счастливым обладателем. У меня в шкафу полно вещей. Даже с ними не смогу уехать из Египта. Очень много вещей я уже навязала. Поэтому должна быть распродажа. Сегодня меня пригласили выпить чашечку кофе, позавтракать утром 2 мужчины. Но, как видите, я сижу одна. Я хотела посидеть со своими мыслями, посмотреть спокойно на море, помечтать, поразмышлять. Зачем мне слушать какой-то токсикоз ваш? В 95% случаев сейчас будут меня сканировать вот это на мои слабости, на какие-то моменты, за которые они могут цеплять меня. Я хочу искренних разговоров, искренних людей. Я сама за себя заплачу. Люблю себя за свой характер, обожаю себя. Сама от себя оргазмирую. У меня есть один знакомый, лет ему 55-56. Он такой говорит: Виктория, вот я женат, ну, честно говорит, но я бы очень хотел тоже с тобой отношения, то есть как бы, ну, быть второй женой. Я говорю: не, Ахмед, я второй женой быть не могу, и первой тоже не хочу. Я тебя познакомлю с женщиной, с хорошей женщиной. В общем, она тебе подойдет больше. У меня, говорю, ужасный характер, я тебе не подойду. И действительно, я познакомила его с женщиной, спокойной, такой очаровательной блондинкой. Ну, вообще, она ему подходит и по росту, по всему. И даже мы тут сидели, кушали, вот в этом ресторане же, я с Маркусом. Они передо мной сидели, он и она. Ой, блядь, я не могу с этих египтян смешных. Он так себя вел, знаете, как на приеме на работу. Такой джентльмен. Такой смешной. Я думаю, ну вот, я свела 2 людей, пусть будут счастливы. В общем, у нее там что-то с мужем, какой-то развод. Там я вообще не вникаю в эти египетские дела. Думаю, общайтесь.
я это очень искренне сделала. Ну, потому что со мной вообще легко. То, что я говорю, я искренне озвучу. Если я говорю, что я по вам скучаю, значит, это я по вам скучаю. Я хотела бы вас видеть. Я испытываю с вами массу приятных эмоций, поэтому я по вам скучаю. Если я говорю, что я не хочу вас видеть, значит, вы не мой человек. Я не хочу вас видеть. Все очень просто. И если я познакомила его с ней, значит, я хотела, чтобы им было хорошо. Действительно, от души я хотела создать такие условия, чтобы им было хорошо, потому что я сочла, что они больше подходят друг к другу. Итак, внимание, через 3 недели звонит мне Ахмед, говорит: Виктория, я тебе друга везу с Каира. Я говорю: зачем? Мне не надо. И он вот решил, что это какая-то игра, знаете, вот они так все воспринимают как игру, но вот такие они смешные, вот у них все по-другому в голове. Это не игра, это тот факт, что, пожалуйста, общайтесь, будьте счастливы, а я буду счастлива от того, что я свела 2 прекрасных людей. Я, конечно, в свидание не пошла, говорю: Ахмед, не выдумывай, и все. Как бы, может, он и пошутил, может, нет, но, по крайней мере, вот такие они смешные, они все воспринимают как игру. Такие вот смешные у меня египетские мужчины, египетские друзья. Как-то сидела я, завтракала или обедала с этим же Ахмедом. Я говорю: Ахмед, так и так, вот мне часто пишут мои подписчицы, какой здесь хороший женский бизнес, вот люди интересуются, скажи, ты такой деловой, в общем, все знаешь, скажи. Он так смотрит на меня внимательно, говорит: проститушен, типа проституция на русском. Я говорю, так внимательно на него посмотрела, я не растерялась, говорю: Ахмед, мы твою жену тоже в этот бизнес возьмем? Обиделся. На 3 месяца обиделся. Как раз был Рамадан, он приехал в конце Рамадана, там принято всегда угощать, дарить подарки. Привез мне 3 платья. 3 месяца со мной не разговаривал, привез мне 3 платья, сам выбирал. Но самое интересное, что эти 3 платья на меня подошли. И какие-то сладости мне привез, сладости какие-то дешевые, я их там секьюрити же отдала, наверное, целую неделю с кофе пили. Такую целую большую тарелку, но дешевые, печенья какие-то. Я этого не люблю, говорю: блядь, забирайте нахер. И это самое, это вот, такие вот они смешные, понимаете. Так, сумочку можете заказывать, подписчики мои, я вам пакую, эта сумочка поедет к вам. Вот так вот ее носить, прям. Ручку могу вам немножечко укоротить, да, я, наверное, укорочу ее. Вот так вот чуть-чуть. Вот такая красота. В этом стиле первая сумочка. Вот такая яркая, интересная. Смотрите. Вот так вот она носится прям. Ну что ж, мои дорогие подписчики, на сегодня все. Хватит. Напомню вам, что я даю консультации на любую тему касательно Египта. Если у вас какие-то вопросы, пишите, звоните. Если вы хотите приобрести чудесную сумочку незабываемую, тоже пишите, заказывайте. А у меня еще куча дел. До встречи в Египте. Пока-пока.